Вы снова сидите в углу комнаты, пока все вокруг шутят, как будто знают друг друга 100 лет. Снова чувствуете, как внутри что-то есть, чем хочется поделиться, но слова застревают где-то на полпути. Снова слышите этот вопрос: «Почему ты такой закрытый?» И каждый раз одна и та же мысль прокручивается в голове: «Почему я не могу быть как они? Почему всем так легко, а мне нет?» Возможно, вам всю жизнь говорили, что с вами что-то не так, что вы слишком замкнуты, слишком долго думаете, слишком осторожны с людьми. И вы, наверное, пытались это исправить. Заставляли себя быть более открытыми. Ругали за молчание. Завидовали тем, кому все дается легко. Но что если вы просто смотрели на себя чужими глазами, глазами мира, который ценит скорость больше, чем глубину? Сейчас вы узнаете правду. Ваша потребность во времени – это особенность, которая делает вашу близость редкой, вашу искренность весомой, а ваши отношения глубокими. Мы разберем, почему ваш мозг устроен именно так, в чем настоящая сила постепенного сближения, и как перестать стыдиться того, что вы просто устроены иначе, чем большинство. Приготовьтесь увидеть себя с другой стороны. Почему одним нужно время, а другим нет? Начнем с простого факта. Скорость, с которой человек открывается другим, запрограммирована в его нервной системе еще до того, как он научился говорить. Речь идет о чувствительности миндалевидного тела, части мозга, которая отвечает за обработку эмоций и оценку угроз. У людей, которым требуется больше времени на доверие, эта область работает активнее. Она сканирует каждое слово, каждую интонацию, каждый жест собеседника, пытаясь понять, безопасно ли здесь. Это часто ошибочно принимают за недоверчивость или холодность. На самом деле это глубинная осторожность. Ваш мозг не игнорирует людей, он изучает их. И пока другие уже рассказывают о своих проблемах новому знакомому через 5 минут, вы все еще калибруете, стоит ли этому человеку знать что-то настоящее о вас. Эта особенность часто формируется в детстве. Если ребенок рос в среде, где эмоциональная открытость использовалась против него, высмеивалась, игнорировалась или наказывалась, его нервная система запоминает урок на всю жизнь. Показывать себя настоящего опасно. И даже спустя годы, даже в безопасной обстановке, мозг продолжает держать оборону. Но вот что важно понять. Эта особенность – это защитный механизм, который когда-то спас вас от боли. Да, сейчас он может мешать строить отношения. Но он же когда-то помог выжить в мире, где вас не понимали. Скрытая сила постепенного сближения. Давайте честно, общество обожает быстрых. Общество обожает людей, которые за первые 5 минут знакомства успевают рассказать всю свою биографию, посмеяться над собой и стать своим в доску. Нас бомбардируют посланиями «Будь открытым», люди любят искренность. Нас учат, что открытость – это когда ты моментально делишься, не задумываясь. Но это ловушка. Проблема в том, что эти призывы часто путают открытость с торопливостью. Нам внушают, что если ты не можешь моментально делиться своими переживаниями с едва знакомым человеком, значит ты закрыт, холоден, боишься близости. Но разве скорость самораскрытия действительно показатель здоровых отношений? Люди, которым нужно время, обладают редким даром. Они умеют отличать поверхностное от глубокого. Представьте себе человека, который раздает свое доверие направо и налево. Он рассказывает интимные детали своей жизни коллеге по работе, которого знает неделю. Делится страхами с попутчиком в такси. Выкладывает душу случайному знакомому на вечеринке. Со стороны это выглядит как храбрость. Но что происходит на самом деле? Такая открытость обесценивает саму себя. Когда вы делитесь всем и со всеми, ваша близость перестает что-либо значить. Она превращается в фоновый шум. Людям не нужно зарабатывать ваше доверие, вы и так его отдаете бесплатно. А теперь подумайте о человеке, который открывается медленно. Когда он, наконец, впускает кого-то в свой внутренний мир, это событие. Это знак того, что человек прошел проверку временем, поступками, последовательностью. Вы не распыляетесь на всех подряд. Вы выбираете. И ваша близость становится чем-то редким и ценным, как золото, а не как песок на пляже. Более того, такая избирательность защищает вас от токсичных людей. Манипуляторы и энергетические вампиры обычно рассчитывают на быстрое сближение. Им нужно, чтобы вы открылись раньше, чем разглядите их истинное лицо. Ваша медленность – это естественный фильтр. Нездоровые люди просто не выдерживают ожидания и уходят искать более легкую добычу. Психолог Карл Юнг посвятил годы изучению интровертов, людей, которые восстанавливают силы в одиночестве, а не в компании. Большинство тех, кому требуется время на открытие, устроены именно так. Юнг объяснял, между внешним миром и реакцией на него таким людям необходима пауза.
Им нужно пропустить информацию через себя, переварить ее, прежде чем ответить. Часто это путают с застенчивостью или неуверенностью, но суть совсем в другом. Речь идет о том, как мозг обрабатывает стимулы. Когда экстраверт думает вслух, проговаривая мысли по мере их появления, интроверт сначала формирует идею внутри, а потом озвучивает уже готовую. Молчание в этом случае – признак работы, а не пустоты. Вы можете сидеть тихо на встрече, но в голове у вас разворачивается целая дискуссия. Вы ищете правильные слова. Взвешиваете, стоит ли эта мысль того, чтобы ее произнести. Оцениваете, как она прозвучит, какую реакцию вызовет. И только когда все сложилось, говорите. Для окружающих это выглядит как медлительность. Для вас – как необходимость. Еще один плюс – вы редко жалеете о сказанном. Это огромное преимущество, которое недооценивают. Импульсивные люди живут в режиме «сначала скажу, потом подумаю». Они выбрасывают эмоции наружу в момент их возникновения – злость, обиду, восторг, разочарование. И потом проводят дни, недели, иногда годы, разгребая последствия. Извиняются за слова, брошенные сгоряча. Оправдываются за обещания, данные в порыве энтузиазма. Пытаются вернуть доверие, утраченное из-за одной необдуманной фразы. А вы? Вы прокручиваете слова в голове, прежде чем произнести их вслух. Взвешиваете последствия. Это внутренняя пауза, признак эмоциональной зрелости, способность отличать импульс от настоящего чувства. Ваша осторожность работает как встроенный фильтр, который защищает и вас, и окружающих. Вы не травмируете людей случайными словами. Не создаете драмы на ровном месте. Не говорите «я люблю тебя» через неделю знакомства, а через месяц исчезайте. Когда вы что-то говорите, это выстрадано, обдумано, прочувствовано. И поэтому вашим словам можно верить. И последнее, но, возможно, самое важное. Когда вы, наконец, выходите из своей раковины, ваша искренность ощущается совершенно по-другому. Она имеет вес. Есть разница между человеком, который рассказывает о своих проблемах каждому, кто готов слушать, и человеком, который молчал месяцами, а потом вдруг открылся именно вам. В первом случае вы – очередной слушатель в длинной череде. Во втором – избранный свидетель чего-то сокровенного. Люди интуитивно чувствуют эту разницу. Когда вы делитесь чем-то после долгого молчания, собеседник понимает, не доверяют нечто настоящее. Не для галочки. Не потому, что надо что-то сказать, чтобы заполнить тишину, а потому, что я действительно заслужил это доверие. Ваша искренность не размыта сотнями случайных разговоров. Она сконцентрирована. Когда вы говорите «мне важно, что ты думаешь», это не дежурная фраза. Когда признаетесь в своих страхах, это действительно страшно, потому что вы это делаете редко. Когда благодарите за поддержку, человек знает, что эта благодарность выстрадана. В мире, переполненном поверхностными «как дела?» и автоматическими «отлично», ваша редкая, но глубокая открытость становится якорем. Чем-то настоящим среди океана притворства. И люди, способные это оценить, держатся за такую связь обеими руками. Когда осторожность становится клеткой. Но давайте не будем романтизировать. Есть оборотная сторона. Бывает, что защитный механизм превращается в тюрьму. Вы хотите сблизиться с кем-то, но страх оказывается сильнее. Вы репетируете в голове разговор часами, а потом так и не начинаете его. Вы видите, как вокруг люди легко заводят друзей, и думаете, почему у меня не получается. То, что вам просто нужно время, это не проблема. Проблемой это становится, когда времени требуется так много, что жизнь проходит мимо. Когда вы отказываетесь от возможностей, отношений, опыта, только потому, что еще не готовы. Вот тут важно задать себе вопрос: я защищаюсь от реальной опасности или от призрака прошлого? Если человек рядом с вами доказал свою надежность десятки раз, но вы все равно не можете открыться, возможно, дело не в нем. Дело в том, что ваш мозг застрял в старой программе. Нейробиологи обнаружили, что травматические воспоминания записываются в мозге иначе, чем обычные. Они хранятся в миндалевидном теле в формате «здесь и сейчас», а не «когда-то давно». Поэтому каждый раз, когда вы пытаетесь довериться, мозг включает сигнал тревоги, как будто опасность перед вами прямо сейчас. Хотя на самом деле она осталась в детстве или в прошлых отношениях. Как подружиться с собой, если вам нужно время? Первый шаг – перестать стыдиться. Серьезно. Каждый раз, когда вы ругаете себя за молчание или за то, что снова не смогли, вы усиливаете проблему. Стыд заставляет прятаться еще глубже. Вместо этого попробуйте сказать себе «мне нужно время», и это нормально. Вместо «я должен быстрее открываться» говорите «я открываюсь в своем темпе»,
и я имею на это право. Эта простая фраза разрывает порочный круг самокритики. Второй шаг. Начните с малого. Не надо сразу выворачивать душу наизнанку. Выберите одного человека, которому вы уже немного доверяете, и расскажите что-то небольшое, но настоящее. Не драму своей жизни, а просто честную эмоцию. «Мне было тревожно сегодня» или «Я переживаю по поводу этого проекта». Посмотрите, что будет. Скорее всего, мир не рухнет, а человек отнесется к вашим словам с уважением. Это называется дозированная уязвимость. Вы не прыгаете в бездну, а спускаетесь по ступенькам. Каждый раз, когда вы делитесь чем-то и получаете адекватную реакцию, ваш мозг получает новый опыт. Открываться можно. Это не всегда заканчивается болью. И со временем защитная стена становится ниже. Третий шаг. Найдите свой формат. Может, вам проще открываться не в живом разговоре, а в переписке. Не путать с уходом от общения. Речь о том, чтобы использовать канал, в котором вам комфортнее. Кому-то легче говорить на прогулке, а не глядя в глаза. Кому-то после нескольких встреч, а не на первой. Нет универсального правила, как правильно сближаться. Есть ваш способ. Четвертый шаг. Учитесь считывать безопасность. Медленно открывающиеся люди часто впадают в две крайности. Либо не доверяют вообще никому, либо, устав от одиночества, открываются первому попавшемуся, даже если он того не заслуживает. Истина посередине. Задайте себе вопросы. Этот человек уважает мои границы. Он слушает, а не просто ждет своей очереди говорить. Он не обесценивает мои чувства. Если ответы положительные, возможно, стоит рискнуть. Если хотя бы один ответ «нет», ваша осторожность оправдана. Что делать окружающим? Если вы сами не относитесь к медленно открывающимся людям, но рядом с вами есть такой человек, вот что важно понять. Его молчание – это не отвержение вас. Это не значит, что вы ему не интересны или что он вас не ценит. Дайте ему время. Не давите вопросами вроде «почему ты такой закрытый?» или «ты мне не доверяешь?». Эти фразы звучат как обвинение, даже если вы не хотели обидеть. Лучше скажите «я здесь, когда захочешь поговорить», без давления. Покажите своими действиями, что вы безопасный человек. Не пересказывайте его секреты другим. Не смейтесь над тем, что для него важно. Не требуйте немедленных откровений. Просто будьте рядом. Постепенно он начнет оттаивать. Не потому, что вы его заставили, а потому, что заслужили доверие. Вы не обязаны быть быстрыми. Мир устроен так, что громких слышат лучше, чем тихих. Быстрых замечают раньше, чем медленных. Но это не значит, что быстрые лучше. Это значит только, что шума от них больше. Люди, которым нужно время, чтобы открыться, часто воспринимаются неправильно. На самом деле они просто иначе устроены. Им важно сначала понять людей рядом, почувствовать доверие, разобраться в ситуации. Это их нормальный темп. Они не хуже и не лучше других. Просто в мире, где принято быстро говорить о себе и сразу сближаться, они выбирают осторожность. Потому что ценят глубину, честность и осознанные отношения. Если вы узнали себя в этом тексте, знайте, вы не одиноки. Миллионы людей чувствуют то же самое. И ваша осторожность не делает вас слабыми. Она делает вас разборчивыми. Не спешите. Мир подождет.